Спросите первого встречного, из чего сделана нефть. Половина ответит одно слово – динозавры. Огромный ящер сдох, ушел под землю, полежал там миллионы лет и стал бензином для вашей машины. Картинка красивая, она даже пролезала в школьные учебники и в рекламу заправок. В хроматограмме эта версия разваливается сразу. Геохимик капает пробу нефти в прибор, разгоняет ее на отдельные молекулы, и на распечатке вылезают стероны и гапоны. Это молекулы, которые достаются в наследство от жиров и клеточных стенок живых существ. Подделать их нельзя, придумать тоже. Так вот, кость динозавра и туша кита такой набор почти не дают. Много белка, много минералов, мало нужного жира. А богатые им триллионы существ размером с пылинку, которые всю свою короткую жизнь болтались в толще воды. Планктон. Не ящер, а планктон. Вся мировая нефтяная промышленность стоит на существах, которых без микроскопа и не разглядишь. Кстати, версия про ящеров даже не самая упрямая в истории вопроса. В 19 веке Дмитрий Менделеев вообще отрицал участие жизни. По его мысли, нефть варится глубоко внутри планеты сама по себе, когда раскаленные карбиды металлов встречают воду, просочившуюся вниз по трещинам. Идея была не с потолка. В лаборатории из карбида железа и воды у него действительно капали простейшие углеводороды. Подкосила ее не философия, а все та же скучная химия четверть века спустя. В настоящей нефти раз за разом всплывали те самые отпечатки живых клеток, которым в чисто минеральной реакции взяться неоткуда. Спор давно закрыт. Крошечная доля неорганических углеводородов в природе, наверное, найдется, но все, что качают в Персидском заливе и Западной Сибири, породило когда-то жизнь. За нефтью из бака надо идти не к динозавру, а на дно древнего моря. Причем не всякого, а вполне определенного. Потому что копилась она не по капле за миллиарды лет, как из плохо закрытого крана. Почти вся мировая нефть набралась за считанные короткие эпохи, и каждая из них была катастрофой. Возьмем одну, поздняя Юра. Где-то 150 миллионов лет назад теплое мелкое море, там, где сейчас Западная Сибирь. Вода мутная, зеленоватая от цветущих водорослей. У поверхности крутятся аммониты со спиральными раковинами. Изредка проносится ихтиозавр, гладкий, как торпеда с плавниками. А наверху, по берегу, и правда бродят динозавры и печатают в грязи трехпалые следы. Представьте эту картину в разрезе, сверху донизу. На поверхности солнце, тепло, кипит жизнь. На метр глубже уже сумрак. Еще ниже вода стоит неподвижная, тяжелая, темная. У самого дна ее вообще никто не тревожит годами. Ни волна, ни течение, ни рыба. Там тихо и мертво. И вот в эту тишину сверху постоянно, день за днем, тысячелетие за тысячелетием, сыплется мелкий органический мусор. Динозавры тут почти ни при чем. Главное происходит внизу, у самого дна, куда свет уже не пробивается. Планктон живет считанные дни. За сутки колония удваивается, потом массово мрет и оседает вниз тонким органическим снегом. В нормальном, хорошо перемешанном море этот снег быстро съели бы бактерии. Разложили бы до простой углекислоты, и никакой нефти вы бы не увидели. Но это море было устроено иначе. Теплая вода сверху легкая, холодная снизу тяжелая, и они почти не смешиваются, как масло и вода в стакане. Кислород с поверхности вниз не проходит. Потом река принесла в море фосфор и азот. Море зацвело. Миллиарды клеток разрослись, отжили свое и разом посыпались на дно. Бактерии кинулись их доедать, а на любое гниение нужен кислород. За несколько недель придонный кислород выжрали подчистую. Дальше доедать было некому. Органика просто копилась слоями. Океанографы даже придумали этому падающему потоку имя – морской снег. Если опустить камеру на несколько сотен метров в открытом океане, видно, как сверху вниз в свете прожектора медленно плывут белесые хлопья. Это трупики планктона, комочки слизи, чешуйки органики. В живом дышащем море почти весь этот снег растворяется, не долетев до дна. В мертвом, задохнувшемся, он ложится на грунт и остается там навсегда. Юрское Сибирское море было именно таким – спокойным, теплым, расслоенным, с гниющей бескислородной ямой на дне. Идеальная ловушка для органики. Такие эпизоды называют океаническими аноксическими событиями.
В Юре их случилось несколько, и раннее, Туарское, изучено лучше всех. Тянулось оно сотни тысяч лет и накрыло моря сразу нескольких континентов, почти одновременно. Позже, уже на рубеже Юры и Мела, свое такое событие пережило и Мелкое море над будущей Западной Сибирью. Дно на эти сроки становилось бескислородным саваном. Мертвый планктон в нем уже не гнил. Он укладывался пластами пополам с илом и глиной. В Баженовской свите, куда все это в итоге спрессовалось, до сих пор видно, кто именно панцири радиолярий и диатомовых водорослей, планктона с кремниевым скелетом. Про Баженовскую свиту стоит сказать отдельно, потому что цифры у нее занятные. Лежит она под Западной Сибирью на глубине 2, местами 3 километра, а по площади накрывает больше 1 миллиона квадратных километров, половину всей западносибирской низменности. При этом сама по себе она тонкая, обычно 20-30 метров, редко где до 60. Тонкий черный лист поперек целого региона. Органики в ней около 14% по массе, и это очень много. В обычной осадочной породе счет идет на доли процента. Большая часть этой органики до сих пор сидит там твердым керогеном второго типа. Кероген – это еще не нефть. Это ее замороженная заготовка, застрявшая в камне. Тут в дело вступает закон, который знает любой шахтер. Чем глубже, тем горячее. Сверху ложатся новые осадки. Пласт с керогеном тонет все ниже, и на каждый километр глубины прибавляется градусов 25 или 30. Где-то на 2, 3, 4 километрах порода въезжает в узкий температурный коридор. Нефтяники называют его без всякой поэзии – нефтяное окно. Обычно это от 60 до примерно 120 градусов. Дальше пойдет уже перегрев. Точная граница гуляет от бассейна к бассейну, но порядок такой. В этом окне длинные молекулы керогена начинают лопаться от жара. Перегретая цепочка рвется сама собой. Сперва отваливаются тяжелые смолы и асфальтены, потом все более легкие масла и углеводороды. Мертвый планктон делается сырой нефтью. Уйдет пласт глубже и прогреется сильнее нужного. Останется уже не нефть, а сухой газ. Застрянет слишком холодным, и все замрет на стадии твердого керогена, иногда на сотни миллионов лет. У геологов на это 3 названия, и различают они стадии не хуже, чем повар отличает сырое мясо от подгоревшего. Диагенез идет сразу после захоронения, еще без большого жара. Там бактерии выдают в основном метан. Катагенез – это и есть нефтяное окно, главная кухня. Метагенез начинается совсем глубоко, за 200 градусов, и там от нефти уже ничего не остается. Все доразваливается до сухого метана и почти чистого углеродного остатка. Геолог, который ищет новое месторождение, первым делом смотрит поэтому не на количество органики в породе. Его интересует, на какую глубину эта органика погружалась и сколько там грелось. Мелко, сырье не созрело. Глубоко, перезрело и ушло в газ. В этой истории есть число, которое портит всю красивую картинку. Время. Между тем Юрским морем и первой скважиной, которую пробурил человек, прошло примерно столько же, сколько между появлением на планете первых цветов и сегодняшним утром. Десятки миллионов лет непрерывного погружения и медленного прогрева ради одной капли в баке. А откуда вообще известно, что нефти именно столько лет? Прямо по капле ее не датируешь, часов внутри не тикает. Возраст считают по вмещающей породе. В том же туарском иле, застывшим слоями, лежат раковинки планктона и пыльца. Каждая эпоха оставила свой набор видов. По ним геолог определяет ярус, а по слоям вулканического пепла, изредка попадающим в толщу, ловят точные радиометрические датировки. Плюс в самой нефти сидят те самые биомаркеры. Некоторые молекулы встречаются только в определенные геологические эпохи, и по ним нефть привязывают к материнской породе, из которой она вышла. Вот почему про Бажен уверенно говорят рубеж Юры и Мела около 145 миллионов лет. И копилось все это не по чуть-чуть повсюду. Нефть залива, Сибири и Северного моря набралась в считанных геологических окнах. Позднеюрское и раннемеловое, о нем мы говорили. Еще одно похожее событие в середине Мела, примерно 100 миллионов лет назад. И совсем древнее, силурийское, за 400 с лишним миллионов лет до первого динозавра вообще.
Между этими окнами органика либо успевала до конца окислиться, либо ее было слишком мало, чтобы напитать породу. Одно только месторождение Гавар в Саудовской Аравии, выросшее из морского ила Персидского залива, десятилетиями в одиночку давало заметную долю всей мировой добычи. Таких гигантов на планете можно пересчитать по пальцам. Вся нефть мира сидит в горстке бассейнов, и каждый из них когда-то был вот таким задыхающимся морем. Ищешь нефть, ищешь не жизнь вообще. Ищешь след одной из тех редких эпох, когда океан почти умер. Занятный переворот прячется вот в чем. Почти весь бензин, сожженный человечеством за последние 100 с небольшим лет, накопился не в эпохе расцвета жизни, а в те несколько промежутков, когда моря массово вымирали. Кладбища планктона стали нашими кладовыми топлива, и мы вскрыли эти кладовые за пару поколений. Вернемся к прохожему с его динозаврами. Он не совсем не прав, он промахнулся в масштабе. Ихтиозавры и плезиозавры и вправду плавали в тех морях, и после смерти тоже падали на дно. Но их было исчезающе мало рядом с биомассой планктона. Один погибший ихтиозавр против триллионов клеток, которые мерли каждый день по всему морю. В итоговой нефти его молекулярный след теряется как одна крупная песчинка на целом пляже. Тип планктона, кстати, решает почти все. Кероген из водорослей и морского планктона геологи относят к первому и второму типу. Он жирный и охотно дает жидкую нефть. А кероген из наземных растений, из листьев и стволов, что реки смыли в море, это третий тип, и он почти всегда превращается в газ. Оттого крупные газовые месторождения так любят сидеть рядом с дельтами древних рек, а нефтяные тянутся к спокойным морским бассейнам, где правил именно планктон. Мне в этой теме больше всего нравится, что вся она держится а не на красивых словах. Тип керогена, глубина погружения, отпечаток молекулы на распечатке прибора. Если такой разбор по деталям вам ближе, чем громкие легенды, на канале подобного впереди много. Пока порода миллионы лет томит нефть в своей печи, происходит еще кое-что. Без этого шага вся история была бы для нас пустой. Родившись в глинистой материнской породе, нефть не лежит смирно, она легче воды, что пропитывает окружающий камень, и потому медленно, миллиметр за век, сочится вверх по трещинам и порам, пока не упрется в плотный, непроницаемый слой. Там, в ловушке из пористого песчаника или известняка, она и копится миллионы лет. Ждет бура. Ловушка – это не какая-то дыра в земле. Это участок пористого камня, накрытый сверху плотной покрышкой из глины или соли, сквозь которую нефть уже не может просочиться. Больше 70% мировых запасов сидит в так называемых сводовых ловушках. Представьте, что пласты земли смяло в пологий бугор, в антиклиналь. Нефть, всплывая, скапливается под самой макушкой этого бугра, как воздух под перевернутой миской в тазу с водой. Бывают ловушки хитрее. Сбоку от соляного купола, который сотни миллионов лет медленно всплывал сквозь осадки и коверкал их, или у линии разлома, где сдвинувшийся блок породы случайно подпер коллектор непроницаемой стенкой. Но принцип везде один. Легкая нефть всплыла, наткнулась на крышку, встала и терпеливо ждет, пока сверху придет бур. Занятно, что найти саму ловушку – это еще полдела. Нефть в ней сидит не озером. Она держится вот той самой пропиткой в порах камня, как масло в куске поролона. Поэтому ее не выкачивают в буквальном смысле, а выдавливают. И как только человек трогает эту тонко настроенную систему, начинается уже не геология, а инженерная драма. 1 баррель, 159 литров, при сгорании отдает около 1700 киловатт-часов. Прикиньте это к человеку. Взрослый мужик на педалях или на вороте долго держит от силы 100 ватт. Значит, 1 баррель – это примерно 17 тысяч часов ручного труда. Почти 2 года без сна и выходных. Планета копила эту энергию десятки миллионов лет. Мы научились поднимать ее и сжигать за минуты. После буровой начинается другая физика. Порода миллионы лет держала форму за счет давления нефти и газа в порах. Вскрыл пласт скважиной, и это давление падает. Дальше вступает вес того, что лежит сверху. Десятков миллионов тонн камня. Для планеты вся операция – это доля секунды. Для конкретного куска коры она не проходит бесследно. Самый наглядный случай произошел в тихом прибрежном городке безо всякого кино. Лонг-Бич, Калифорния. С 1932 года там принялись бойко качать нефть из месторождения Уилмингтон, третьего по объему добычи во всех Соединенных Штатах Америки. Скважины считали тысячами, а потом город начал тонуть. Просадку мерили геодезисты береговой службы, и цифры по
годам выстраиваются в жуткую лесенку. 1941. Центр воронки просел на 40 сантиметров. 47. Уже почти 2,5 метра. 51. 4 метра. И земля опускается быстрее полуметра в год. 54. 6 метров. 58. Почти 8. К 65 году центр воронки ушел вниз на 8,8 метра. Это трехэтажный дом, целиком провалившийся под землю. Воронка расползлась на 50 квадратных километров. Ломалось при этом все подряд. Причал разошелся, трубопроводы порвало, улицы и стены пошли трещинами. 95 скважин смяло и срезало прямо под землей сдвигом породы. Часть берега пришлось насыпать заново, чтобы его не заливал океан в прилив. Ремонт и укрепление обошлись примерно в $100 миллионов, и это в деньгах 50-х годов. Механика тут до обидного простая. Пока в порах песчаника стояло давление нефти и растворенного газа, зерна почти не давили друг на друга напрямую. Между ними была тонкая жидкая подушка. Нефть выкачали, замену вовремя не закачали, давление рухнуло. Весь вес породы сверху лег прямо на песчинки. Пласт потерял опору и стал плющиться, как мокрая губка под стопкой книг. Просадка на поверхности – это просто эхо того, как на глубине сжимаются поры. Останавливать пришлось через закон. Пробную закачку воды в пласт начали еще в 1953-м, но по-настоящему дело пошло после Калифорнийского акта о просадке 1958 года. Он силой свел больше сотни разрозненных добытчиков в 4 объединенных блока, чтобы качать воду и нефть согласованно, а не кто в лес, кто по дрова. В опустевшие поры под давлением погнали морскую воду и вернули пласту ту опору, что у него забрали. К 1968 году просадка встала полностью. Кое-где земля даже приподнялась обратно на полметра. Но памятка о случившемся так и осталась. Кусок набережной Лонг-Бич до сих пор стоит на насыпи, поднятой, чтобы отыграть потерянные метры. В Северном море была похожая история, но с другим финалом. Месторождение Экофиск. Там массивные стальные и бетонные платформы вдруг поехали вниз вместе с проседающим известняковым пластом под ними. Дно на глубине около 3 километров осело сразу под несколькими вышками. Инженерам пришлось буквально поднимать целые платформы гидравлическими домкратами, наращивая опоры на несколько метров стали. Причем поднимать согласованно на всех сразу, иначе разница в осадке порвала бы трубопроводы между соседними вышками. Сегодня на Экофиске непрерывная закачка воды в поры прописана прямо в условиях лицензии. Чтобы больше не повторять этот цирк с домкратами, вдумайтесь, люди приподняли собственные вышки вслед за тонущим морским дном. У той же беды есть сторона поменьше, но по-своему жутковатая. И она достает не только далекие платформы. Вместе с газом из скважины часто прет пластовая вода, соленая и грязная. Девать ее некуда, поэтому отработанные жидкости закачивают обратно вниз, в отдельные глубокие пласты подальше от людей. А иногда хватает и просто падения давления после долгой добычи. И то, и другое способно расшевелить древние разломы между блоками пород, которые до этого миллионы лет стояли смирно. Нидерланды. Газовое месторождение Гронинген. Добычу начали в 1963-м. Первое ощутимое землетрясение от откачки газа тряхнуло только в 1991-м, спустя почти 30 лет. Дальше сейсмостанции насчитали больше 300 толчков магнитудой от 1,5 и выше. Самый сильный в 2012-м дотянул до 3,6. Для тектоники это пустяк, такое где-нибудь в горах и не заметят. А вот для плоской голландской деревни, где дома никогда не строили с расчетом на тряску, оказалось многовато. Тысячи жителей подали иски за трещины в жилье. Компенсации перевалили за 200 миллионов евро. Десятки тысяч домов пришлось укреплять задним числом. Спокойный сельский угол начал вздрагивать от того, что снизу медленно вынимали опору. А вот пустых пещер под выкачанным месторождением не бывает. Это, пожалуй, главный интернетный миф. Будто внизу зияет полость, готовая проглотить город целиком. Не зияет. Минеральный скелет породы, песок, глина, известняк никуда не девается. Он просто плотнее оседает сам в себя. Плюс инженеры почти всегда стараются заранее подменить ушедшую нефть водой или газом и удержать давление. Опасна не пустота под ногами, опасно падение давления и то, как перераспределяется вес, который раньше держала жидкость в порах, а теперь держит один голый минеральный каркас. Еще одно, о чем зритель обычно не думает. Даже с самой навороченной техникой из пласта достают далеко не всю нефть. Естественное
Среднее давление газа выталкивает процентов 10-15. Закачка воды прибавляет еще сколько-то. Химия и горячий пар на третьей стадии выжимают последние проценты, и то ценой бешеных затрат энергии. По итогу на большинстве старых месторождений мира под землей остается заметно больше половины всей нефти, которая туда налипла за миллионы лет. Выковырять ее из микроскопических пор дороже, чем она стоит. Так и лежит. Современная добыча давно не тыканье буром наугад, как 100 лет назад. Вокруг месторождения раскидывают тысячи сейсмодатчиков, бьют в глубину контролируемыми звуковыми импульсами и собирают из отражений трехмерную карту пласта на глубине в несколько километров. Инженер видит на экране, где еще осталась нефть, куда дошла закачанная вода, какое давление держит порода на каждом участке. Горизонтальные скважины с автоматическими клапанами берут сырье из нужного пропластка и тут же качают воду туда, где надо подпереть давление. Ствол такой скважины сперва уходит вниз на пару километров, потом плавно заворачивает в бок и тянется на километр и больше, почти параллельно поверхности. Одна изогнутая труба снимает нефть с площади, ради которой раньше пробурили бы десяток вертикальных дыр. Породу при этом тревожит меньше. Отдельная линия обороны стоит уже наверху. Раньше о начале просадки узнавали постфактум, по трещинам в стенах. Теперь десятки станций круглосуточно слушают пласт в реальном времени. Пошли толчки чаще или сильнее прогноза, и регулятор режет добычу на этом участке, не дожидаясь беды. Именно так в последние годы прижали тот самый Гронинген, где тряска росла быстрее, чем ждали, и добычу решили вовсе свернуть. Была у этой истории и совсем недавняя развилка. Долго считалось, что нефть в материнской породе вроде Баженовской свиты не достать в принципе. Она заперта в порах настолько тесных, что просто не течет к скважине. Потом придумали гидроразрыв. В горизонтальную скважину под чудовищным давлением закачивают воду с песком, и пласт на глубине трескается сетью мелких трещин, из которых нефть уже может выйти. Так вскрыли американский Бакен, техасский сланец, и добыча в Соединенных Штатах Америки за 10 с небольшим лет подскочила почти вдвое. Наш Бажен по запасам сравнивают именно с Баккеном, но он капризнее, и рентабельно взять его пока получается плохо. Оценки говорят, что при нынешней технике из огромной свиты удастся вытащить всего десятки миллионов тонн. Крохи от того, что там лежит. Тот самый разрыв пласта, к слову, и добавил сейсмики нефтяным штатам. Трещишь породу и закачиваешь в нее воду. Разломы отвечают. 100 миллионов баррелей в сутки. Вот с какой скоростью сегодня исчезает древний запас. А то Юрское море копило свой слой органики сотни тысяч лет подряд, без выходных. Человечество вычерпывает эквивалент такого слоя за срок жизни одного нефтяника. Ни один другой ресурс не устроен настолько криво. Набирается геологически медленно, тратится почти мгновенно. Круг тут выходит длиной под 150 миллионов лет. Свет поймали клетки хлорофилла в теплом Юрском море. Свет стал живой массой. Масса умерла и легла на бескислородное дно. Ил и жар превратили ее в кероген. Кероген под давлением и температурой стал нефтью. Человек нашел ее, вскрыл ловушку и за несколько десятилетий спалил то, что копилось 150 миллионов лет. И заодно заново учится держать равновесие той самой породы, что все это время стерегла чужую древнюю энергию. Возьмите в руки кусок баженовской свиты, поднятый буром с 3 километров. Темный, плотный, чуть жирный на ощупь, а если расколоть свежий скол, тянет слабым нефтяным духом. Внутри, под давлением сотни атмосфер, до сих пор заперты панцири планктона, который цвел и умирал в море за 150 миллионов лет до того, как кто-то придумал слово «нефть». Мы вскрываем эти листы по всему миру и сжигаем их за минуты. А потом с датчиками и насосами уговариваем пласт не проседать нам под ноги. Спор о том, откуда взялась нефть, давно закрыт. Открыт другой счет. Сколько еще Земля будет спокойно отдавать то, что копила дольше, чем существует наш вид?